Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас видеть на канале «Гадание на любовь». Сегодня у нас тема такая достаточно популярная – вызов вашего мужчины. Может быть, получится вызвать его только на разговор, а бывает, что расклад срабатывает таким образом, что вызов работает так, что человек объявляется, появляется, приходит, звонит вам, назначает вам свидание. Я взяла колоду «Дух внутри Таро». Пожалуйста, подумайте сейчас о том человеке, которого вы хотите вызвать. Буквально создайте такую энергетическую нить между своей сердечной чакрой и его сердечной чакрой, между своей ментальной чакрой и его головой, скажем так, на уровне третьего глаза. Представьте, что вы посылаете туда сигнал, и вы хотите считать ту информацию, которая от вас пока закрыта. Или расстоянием, или паузой в общении, или тем, что человек сам по себе не сильно любит открывать свою душу. Давайте начнем. Как карты покажут нам его? Нужно знать, что за человек пришел. Как карты покажут нам его? Так, двойка мечей, сомнение, тупик, тупик, тупик. Двойка кубков, любит, влюблен. И следующая карта у нас выпала карта двойка жезлов, но она перевернулась и нерешителен. Такое ощущение, что мужчина пришел влюбленный, но он мнется с ноги на ногу. Он не знает, как ему поступить и какое ему принять решение. Он откладывает решение. Часто это бывают определенные свойства, качества, личные качества человека, когда он любит подумать, отложить, сослаться на какие-то обстоятельства, успокоить, что я тебя люблю, но вот когда мы разберемся, я разберусь со своим состоянием, со своими проблемами, тогда у нас и с тобой и жизнь наладится. Карта двойка мечей часто показывает людей, которые, они не то что колеблются, они не знают, как лучше. Вроде бы люблю, а то ли мне дальше идти, то ли мне не идти. Что там ждет меня впереди? Двойка жезлов часто показывает состояние человека, который находится в такой ситуации. Если я сделаю решительный шаг, я же могу что-то потерять. И они боятся решительного шага, так как с их точки зрения решительный шаг может быть шагом не к победам, а шагом к поражению. Ладно. Такой пришел человек, не знаю, насколько на вашего, но влюбленный. Еще этот человек, что по двойке кубков, какое у него качество, он очень любит, чтобы его слушали. Если вы молча его слушаете, он будет вам благодарен. Он не любит, чтобы его перебивали. Любит смотреть в глаза, как будто читая по движению зрачков, лжете вы или говорите правду. Ладно, давайте смотреть. Вообще, давайте спросим по эту карту, в чем он сейчас видит тупик, в чем он сомневается. Мы же его вызвали на разговор. Что? Почему тупик? Почему тупик? Король мечей, король мечей, король мечей, мужская карта. Король мечей, если ваш мужчина похож на короля меча, знаете, по этой карте, сейчас я ее уточню, это человек, либо это действие. Так, это человек, король мечей. Нет ли у вас соперника? И тут два короля вышло. То есть этот мужчина в тупике, он считает, что вы выбираете между этим человеком и еще кем-то. Он в тупике, потому что в настоящий момент он четко не понимает, он у вас единственный, либо у вас есть еще кто-то. Не сравнивайте ли его, еще какой момент. Этого человека ставит в тупик такая ситуация, когда вы начинаете его с кем-то сравнивать, в плане достоинств, в плане заработка, в плане должности, такой.
Это его ставит в тупик. И тогда он думает, может, я неправильно что-то делаю. Еще его в тупик сейчас могут ставить взаимоотношения с его коллегами, либо партнерами по бизнесу, по работе, с начальством. Это также может отвлекать внимание этого человека. Но он, в принципе, вам об этом говорить не хочет. Но это мы по картам узнаем. Тут такой нюанс. Так. Давайте спросим, что тормозит его сейчас? Что тормозит? Ревность. Ревность тормозит и занятость. И еще что тормозит? Ну, вышла королева кубков. Я считаю, это ваша карта в данном случае. Вот, может быть, ревность, противоречие в ваших чувствах. То есть этот человек сейчас, ну вот у него такое состояние, я до конца не понимаю ее чувства. До конца не понимаю, любит она меня, позволяет себя любить, либо любит, либо она еще на кого-то смотрит, с кем-то меня сравнивает. Так, ну раз мы его вызвали на разговор, мы сейчас спросим карты сказать, пусть он скажет, что он чувствует к вам прямо сейчас, в момент расклада, что он чувствует. Тяжесть, тяжесть, тяжесть на сердце. На сердце тяжелый груз. Почему? Спросим, почему? Почему? Треугольник. Ну, тут есть ситуация треугольника. Есть ситуация треугольника. И я склоняюсь к тому, что треугольником, вот вершиной треугольника является не мужчина, а вы. Может быть, конечно, у кого-то и он, но здесь тяжесть от неразрешенных любовных отношений. Или тяжесть на сердце от, как говорится, раненое сердце. Вот у него рана на сердце, раненое сердце. Обиделся, обиделся сильно. Ситуация любовного треугольника. А вот видите, может быть, тут есть ситуация. Вот он не может решить, для него эта ситуация тупиковая. Он не знает, что делать, как быть, и несет этот груз. Ну, я так понимаю, расклад не для всех, потому что здесь задето любовного треугольника. Но если вы опустите вот этот момент, я могу сказать, что если нет любовного треугольника, вы знаете, ну, что на сердце? Больное сердце, груз. Камень на сердце у него. То есть он переживает. Переживать он может даже за вас, потому что ваше поведение или ваши чувства очень противоречивы. Так, давайте спросим, что ты планируешь на ближайшее будущее? Что он планирует? Карта Маг. Ну, общение однозначно планирует. Общение. Ну, по магу идет такое дружеское общение. Так, что он хочет по магу сделать? Ну, не только дружеская карта сила. Я бы хотела сказать, вот здесь по этим картам этот человек, которого вы загадали, он хочет воздействовать на вас и, ну, убедить, заставить, заинтересовать вас. Вот, может быть, привлечь к себе внимание, сильнее привлечь к себе внимание. А что он будет делать? Что он будет делать? Будет настойчив, будет добиваться. И вот тут уже, если он даже сомневается, будут от него какие-то конкретные шаги. То есть это уже шаг. Разговор, приезд, шаг к ней. Я добьюсь встречи. Он будет добиваться встречи с вами. Он будет добиваться встречи с вами. Вот если у вас по двойке мечей даже была пауза, он брал паузу. Сейчас ситуация немножечко переигрывается, и он будет добиваться встречи с вами. Давайте через карты посмотрим. Вот вы хотите повлиять на этого человека. Как вы можете повлиять? Как вы можете повлиять? Карта повешенной. Ну, повешенный для вас предполагает какую-то небольшую жертву с вашей стороны. Давайте спросим, что за жертва. Написать ему, написать, ответить, написать. Ну, опять же, вот эти две карты могут показывать сердечные проблемы, даже если нет треугольника. И он молчит. Если он молчит, и вы молчите. Ответить, вот он проявит себя, вы должны... Может быть, пожертвовать своими амбициями, ответить ему, простить, может быть, за что-то. Ну, написать прежде всего. Ну, вообще тут смотрите как.
пожертвовать своим временем и согласиться с ним на встречу. Он вам скоро предложит. Но тут такой нюанс, как будто у этого человека вот этот момент встречи во времени ограничен. То есть он не может выбрать его вот когда вы хотите. У него будет четкое время, когда он может. Получается, вам нужно пожертвовать своим временем для встречи с этим человеком. Вот такая тут жертва. Такая тут жертва. Рыцарь жезлов. Ну, рыцарь жезлов показывает действие, как будто мы этим раскладом выводим этого человека на действие. Будет действие. Будет действие. И действие будет очень хорошее. Вот тут расклад нам несет такую основную тематику. Я не буду советов вам давать, вы сами знаете. Если треугольник или если просто у вас есть сердечная проблема, вот ваш партнер загаданный, он в каком-то тупике. То есть мы его вызываем через расклад. Он начинает задумываться, что ему на сердце тяжело. Он начинает планировать встречу с вами, и он будет настойчив в том, чтобы встреча состоялась. И единственное, что у него будет ограниченное время, и вы вынуждены будете пожертвовать ради него. Ну и по рыцарю жезлов карта Солнца говорит, что притянется этот человек к вам, притянется. Ну, я так увидела. И Солнце всегда показывает прояснение. То есть вот что не ясно, расскажет. То есть он сам расскажет. Он сам расскажет, без давления, сам вам расскажет. А сейчас вот он в тупике. Ну что ж, дорогие друзья, всем всего доброго. До новых встреч.